Приветствую всех на канале Bizarre World. Здравствуйте, любители зомби-апокалипсисов. Конечно, странно это звучит, любители зомби. Они ведь страшные, вонючие. Фу. Так вот, я тут, знаете ли, подумковал на досуге. А не устроит ли нам с вами апокалипсис в России? Да, в России, матушки. Но это виртуально, я имею в виду. И более-менее серьезный. Просчитать всякие события, как все может быть в реальности. Как вам вообще идейка моя? Вроде ничего, да? Что если на Россию нападут орды зомби? Справится ли страна с такой проблемой? Давайте проведем этот, довольно-таки дерзкий эксперимент. И все вместе с вами узнаем. Кстати, в конце видео я поставлю оценку стране. Такой вот мой, знаете ли, индекс выживаемости. Против зомби от 1 до 10 баллов. Ну что, готовы? Тогда погнали! Что-то ты плохо выглядишь, друг. Иммунитет на нуле, здоровье слабенькое, кожа бледная, настроение на нуле. Пора это исправить. Скорее париться в баньку. Баня сделана из сибирского кедра, который будет делиться с вами своей целебной энергетикой. Печь в виде камина создаст уют. Банька удобная, красивая, что самое главное, вместительная. Всей семьей можно париться. Айда бочка делает реально крутые бани. Установка заняла всего лишь 1 день. Банька хорошо проветривается, не гниет, не рассыхается. А вот и наш парильщик, собственно. Смотрите-ка, какой красавчик. Румяный весь. Заходите, смотрите, выбирайте, заказывайте свой вариант баньки на сайте aidabочка.rf и поправляйте свое здоровье. Ссылочка в описании под видео. Начнем мы с границ, друзья. Границ страны России. Россия, как вы понимаете, огромная страна. Имеет много границ. И думаю, основной угрозой может быть граница со стороны Азии. Это, собственно, Китай. Думаю, говорить не нужно, сколько же там народу проживает. А также меня, знаете ли, смущает граница России с европейскими соседями. Вот с этими соседями. Сами посудите. Там народу проживает очень много. Соответственно, зомби оттуда попрут просто-таки рекой. Ах да, еще и страны в Азии. Например, Монголия. Но я ее в расчет не беру. Там зомби просто заплутают. Будут ходить кругами вокруг столицы Улан-Батора. Что же касаемо Казахстана, я думаю, казахи справятся с этой угрозой. Там будет порядок. На Кавказе, думаю, также будет все в порядке. Какой же зомби в здравом смысле пойдет на Кавказ? Там ребята серьезные, быстро разберутся с проблемой. Со стороны скандинавов, думаю, будет также все более-менее спокойно. Финские зомби уж точно будут долго идти, пока оттает от морозов. А там уже и снова зима наступит. Теперь, что касаемо территорий. Если у нас так же, как и минусы и плюсы, это огромная территория страны. На севере-то ладно, там чукчи, да не только рады будут зомби. Поберегут олени. Будут зомби в упряжках гонять по северу. А вот тайга, так там вообще молчу. Там заплутает любой зомбак. Это же глухой лес. Уральские горы также препятствие для зомби, которые потенциально могут идти с азиатского направления. Они как бы защищают европейскую часть от азиатской. С другой же стороны, они также защищают и азиатскую часть России, если с Европы уже пойдут орды зомби. А вообще, знаете ли, Уральские горы отличный участок, где можно было бы построить, так сказать, защитные базы, в которых люди смогли бы укрываться, например, от зомби. Просто-таки идеальное место. И не подобраться. Ну а что? Ядерное оружие. Как вы понимаете, в данном случае будет, просто-таки бесполезным.
Но не будем же мы с вами бомбить Воронеж, если на него нападут зомби, верно? Хотя... Да не надо, жители Воронежа. Не переживайте. Привет вам, кстати. Я шучу. С другой же стороны, если зомби будут атаковать огромной толпой с одной точки, то неплохим будет вариантом ударить по ним ракетой. И всех, так сказать, одним махом зашибить. Правда? Но тут, понимаете ли, опять же проблема. Зомби будут вряд ли ходить толпой по лесу и ждать, пока их убьют. А значит, они будут в городах толпиться, нападать на населенные пункты, деревни. А ракетами шмалять по городам, как понимаете, не вариант. Так что варианты с ракетами отпадают. Остаются только войска. Теперь войска. Логичнее всего, думаю, что сделают наши правители. Это объявят мобилизацию войск. Да, обязательно будем это делать. В широком смысле слова это приведение в активное состояние внутренних войск страны. Действующих же войск в России около 900 тысяч солдат. Эти солдаты и могут, собственно, дать отпор врагу. В нашем случае атаковать зомбаков. Но опять есть проблемка. Это территория страны. Все армии раскиданы по разным военным округам. И сложно будет быстро собрать всех, так сказать, воедино. И, как мы понимаем, процесс этот также, особенно в нашей стране, может затянуться на месяцы. А зомби-то не ждут, правильно? Но зато есть другие войска. Это Росгвардия. Их уже поменьше, порядка 340 тысяч человек. И они есть уже буквально в каждом городе России. Я думаю, как раз эти войска, по идее, и должны будут защищать нас от зомби. Правда? Ну а кто еще? Плюс сюда еще добавьте полицию, ОМОН, ну и другие всякие подразделения. Думаю, друзья, ребята справятся и смогут сдержать орды нежити в случае чего. А там уже что-то придумаем. Теперь давайте-ка определим, какие есть убежища в случае нападения зомби в России. Бункеры я не брал в расчет, так как определить точное расположение бункеров в России, так сказать, порой практически нереально. Да и вряд ли вас пустят в нормальный бункер в случае чего. Скорее всего, там будет кто-то покруче сидеть. Пещеры, подземные всякие сооружения тоже не подойдут. Для ядерной угрозы возможно, но не для зомби-апокалипсиса. Мой вариант, более подходящий к зомби-апокалипсису, это крепости. Да, конечно, может быть, это звучит странновато, но они защищали города не один век. Думаю, и в данном случае помогут людям спастись от зомби. Всего крупных крепостей в России 87, с учетом полуострова Крым еще плюс 15 крепостей. А за моей спиной вы сможете увидеть, собственно, эти крепости. Розовым показаны крепости, уцелевшие фрагментарно, темно-серым – не сохранившиеся, светло-серым – крепости, которые уже сохранились, в которых можно выжить. Как вы видите, в центральной части России достаточно много древних крепостей. Самые знаменитые – это, конечно же, Московский Кремль. Мощные каменные стены длиной в 2235 метров. Также есть порядка 20 оборонительных башен, с которых можно отстреливать зомбаков. Почему нет? В общем-то, друзья, по крепостям разобрались, да? Теперь перейдем к выживаемости. Собственно, самое интересное – выживаемость людей. Я решил добавить такой раздел, который показывает, насколько жители данной страны, в общем-то сказать, живучи. Из-за достаточно низкого уровня жизни в целом по стране люди обладают, большим довольно-таки количеством навыков и смекалкой, что более важно. Следовательно, люди в России более живучие, чем люди, проживающие в более развитых, например, европейских каких-то странах.
Конечно, сейчас это не плюс, но в случае глобального ЧП это, думаю, нам поможет. По крайней мере, будет не так тяжело морально жить и выживать. Этим уже занимаются люди, по сути. Также люди смогут построить укрепления, если поблизости не будет крепостей, допустим. Можно сделать из дачи, например, свой аванпост или крепость. Можно там выращивать на огород овощи и жить как-то выживать. По итогу я могу поставить России твердые 7 баллов из 10. Почему именно 7 баллов? Размеры страны – это, конечно же, минус, так как сложно держать будет оборону от орд зомби, наступающих по всем фронтам. Еще также разная выживаемость людей. В разных регионах люди по-разному способны выживать. К примеру, в столице, в Москве, без машины сходить в магазин – это уже настоящий подвиг. А, например, на Дальнем Востоке дети ходят в школу через лес по 10 километров. И нормально. Все окей. Также, как вы знаете, в России почти нет оружия у населения. В отличие, например, от США. И в случае чего придется рассчитывать только на топоры, лопаты, вилы и нашу смекалку. Вот такие дела, друзья. Собственно, пишите в комментариях, как вы считаете, справедливо ли я оценил выживаемость России в случае зомби-апокалипсиса. И вообще, если вам понравился выпуск, поставьте лайкос, подпишитесь на канал и увидимся в следующем выпуске на канале Bizarre World. Всем спасибо, пока-пока.